В Ираке, в 200 милях к юго-востоку от Багдада, археологи сделали шокирующее открытие. Под слоем песка и камней была обнаружена гробница, в которой находился саркофаг, возраст которого превышает 3000 лет. Это событие мгновенно привлекло внимание ученых со всего мира, так как возраст саркофага оказался намного старше известных египетских пирамид. Группа археологов, возглавляемая доктором Ахмедом Аль-Хашими, начала раскопки в районе, известном как Древний город Ниневия. Первоначально исследователи искали артефакты, которые могли бы пролить свет на культуру Ассирии, однако находка саркофага изменила всю траекторию работы команды. Когда первый слой земли был убран, археологи наткнулись на массивный каменный контейнер, украшенный таинственными символами и надписями. Саркофаг имел внушительные размеры, длиной около 6 футов и шириной более 3 футов. Его поверхность была покрыта резьбой, изображающей сцены из мифологии древних богов. Эти детали, казалось, не имели аналогов ни в одной из известных культур того времени. Плита, закрывающая саркофаг, была изготовлена из неизвестного науке материала, который не поддавался никаким известным методам анализа. Вокруг саркофага находились останки других объектов, включая древние керамические изделия, оружие и предметы искусства, что дало возможность предположить, что эта гробница была не только местом захоронения, но и священным местом для ритуалов. Археологи были поражены тем, что каждое из найденных изделий также имело свои уникальные надписи, которые пока не удалось расшифровать. С каждым слоем раскопок становилось все более очевидным, что этот саркофаг и окружающие его находки могут изменить представление о древних цивилизациях. Команда исследователей работала круглосуточно, чтобы как можно скорее изучить содержимое саркофага. Первые результаты анализов показали наличие уникальных материалов, которые ранее не встречались в археологических находках на Ближнем Востоке. Это открытие ставило под сомнение существующие теории о развитии технологий в древнем мире. Вскоре после находки саркофага на место раскопок прибыли ученые со всего мира, желая увидеть уникальный артефакт своими глазами. Каждый день в области раскопок происходили новые открытия, подчеркивающие важность этой находки для исторической науки. Живое обсуждение возникло также в социальных сетях и научных кругах, где любители истории и археологии пытались заранее предугадать, что же скрывается внутри саркофага. Среди находок особенно выделялась таинственная надпись, которая, как считали исследователи, была заклинанием на древнем языке. Это подогревало интерес к саркофагу, и вскоре ученые начали разрабатывать планы по дальнейшим раскопкам и исследованию содержимого. Вопросы множились. Кто был погребен в этом саркофаге? Какое значение имели символы и надписи? Ответы на эти вопросы могли кардинально изменить понимание истории человечества. Первое исследование саркофага началось с тщательного анализа его конструкции и материалов. Ученые, собравшиеся вокруг находки, использовали специальное оборудование, чтобы определить возраст саркофага. Результаты были ошеломляющими. При помощи радиоуглеродного датирования выяснили, что саркофаг был создан более 3000 лет назад, что ставило его на уровень с самыми древними памятниками, известными на сегодняшний день. Доктор Аль-Хашими собрал команду из ведущих археологов и историков, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Обсуждения проходили на фоне растущего ожидания, так как каждая минута привлекала новых исследователей и журналистов, желающих узнать больше о данной находке. Специалисты по древним текстам начали расшифровывать надписи, найденные на саркофаге и рядом с ним. Первые результаты показали, что текст мог содержать важные указания об исчезнувших цивилизациях. В то время как команда продолжала работать, в медиа активно обсуждали значение находки. Доктор Аль-Хашими сделал интервью, в котором отметил, что этот саркофаг может перевернуть представление о древней истории Ближнего Востока. Он настаивал на том, что найденные материалы указывают на высокий уровень технологического развития, которого не ожидали увидеть в этом регионе в указанный период. Анализ элементов саркофага показал, что он был изготовлен из особого стекловидного материала, который был не виден в других археологических находках. Это привело к гипотезе о том, что использовавшиеся технологии создания могли быть утеряны с течением времени. Команда решила провести химический анализ, чтобы выяснить состав этого материала и сравнить его с другими известными веществами.
Параллельно с исследованием саркофага археологи продолжали раскопки в окрестностях. Вскоре под слоями песка были найдены фрагменты керамики, которые также датировались третьим тысячелетием до нашей эры. Это усилило гипотезу о том, что окрестности саркофага могли быть важным культурным и торговым центром. С каждым новым открытием интерес к находке только возрастал. Научные журналы публиковали статьи, подчеркивающие важность открытия, а социальные сети заполнились обсуждениями о возможных исторических значениях саркофага. Некоторые эксперты начали высказывать предположение о том, что саркофаг мог принадлежать раннему царю или важной фигуре, чья история была до этого неизвестна. Вскоре после этого команда археологов приняла решение приостановить раскопки, чтобы сосредоточиться на детальном анализе содержимого саркофага. Это решение вызвало бурное обсуждение среди коллег и журналистов, которые ожидали новых находок. Некоторые из них уже начали составлять теории о том, что может быть внутри, от ценных артефактов до древних письмен. Все ожидали, что вскрытие саркофага станет настоящей сенсацией, и его содержимое может изменить представление о развитии цивилизаций и их связях. В воздухе витало напряжение и ожидание, и каждый день приближал команду к моменту, когда они, наконец, смогут увидеть, что скрыто за массивной каменной плитой. Работа команды археологов углубилась, когда были получены результаты химического анализа уникального материала саркофага. Исследования показали, что состав этого вещества не совпадает с известными минералами. Команда была шокирована. Они обнаружили, что в нем содержится комбинация элементов, которые могли существовать только в результате высоких технологий, которых не наблюдалось в древнем мире. Ну что, кто бы мог подумать, что под слоем песка скрываются такие тайны? Если вам интересно узнать, что еще могут раскрыть наши археологи, не забудьте подписаться на канал. А если хотите поддержать наши исследования, ссылка на донат в описании или просто наведите на QR-код на экране. Помните, каждый вклад — это шаг к новым открытиям. Это открытие подтолкнуло археологов к мысли о наличии утерянных знаниях о производстве материалов, которые могли бы изменить представление о древних цивилизациях. К тому моменту, как команда приступила к вскрытию саркофага, напряжение достигло предела. Каждый член группы осознавал, что открытие внутри могло поставить под сомнение все, что было известно о древних культурах. Вскрытие планировалось на следующий день, и в это время вокруг раскопок собрались журналисты и ученые, стремящиеся запечатлеть этот исторический момент. На утро, когда команда начала работать, атмосфера была полна ожидания. После того, как каменная плита, закрывающая саркофаг, была аккуратно удалена, все замерли в ожидании. Обнажился внутренний контейнер, выполненный из того же загадочного материала. Внутри находились несколько предметов, обернутых в ткань, которая также не имела аналогов. Ученые были в полном восторге, их сердце забилось быстрее от волнения. Однако внезапно возникли проблемы. В одной из надписей на саркофаге была обнаружена ссылка на некий древний культ, связанный с практикой, которую некоторые современные исследователи считали спорной и даже опасной. Это вызвало разногласия в команде, и некоторые члены команды начали выражать опасения по поводу дальнейших исследований. Доктор Аль-Хашими, напротив, настаивал на том, что это открытие может пролить свет на аспекты древних верований и практик, которые долго оставались в тени. Параллельно с внутренними разногласиями в команде, международные СМИ раздули сенсацию. Появились слухи о том, что открытие может не только изменить представление о древних цивилизациях, но и вызвать интерес у различных религиозных групп, желающих получить доступ к артефактам, которые могут быть связаны с их верованиями. Это усилило давление на археологов, и вскоре на место раскопок начали поступать запросы от разных организаций о возможности участия в исследованиях. В ответ на растущее напряжение и множественные запросы доктор Аль-Хашими организовал пресс-конференцию, на которой объявил о своих намерениях продолжать исследования, несмотря на потенциальные риски. Он подчеркнул, что находка представляет собой уникальную возможность для научного сообщества и что их работа должна быть сосредоточена на поиске ответов на загадки прошлого. Тем временем команда продолжала изучать предметы, найденные внутри саркофага. Некоторые из них выглядели как ритуальные символы, а другие напоминали орудия, которые могли использоваться в неизвестных ритуалах. Каждый новый элемент таил в себе множество вопросов, и по мере их изучения напряжение только нарастало.
Вскоре каждый член команды осознал, что они стоят на пороге открытия, которое может изменить не только их жизни, но и восприятие всей истории человечества. После вскрытия саркофага внимание всех сосредоточилось на тайных надписях, которые покрывали его поверхность. Эти символы не имели ничего общего с известными алфавитами и письменностями древнего мира. Ученые, изучавшие их, пришли к выводу, что это мог быть язык, ранее неизвестный науке. Это открытие добавило новое измерение к уже загадочной находке. Доктор Аль-Хашими издал приказ о создании группы лингвистов и историков, чтобы расшифровать эти символы. Каждый день проходил в ожидании новых открытий, но вскоре стало ясно, что расшифровка будет гораздо сложнее, чем предполагалось. Некоторые исследователи начали предполагать, что это не просто язык, а система заклинаний или ритуалов, что вызвало бурное обсуждение среди членов команды. Однажды вечером после долгого дня работы один из лингвистов, доктор Нурия Салех, обратила внимание на один из символов, который, как ей показалось, повторялся в различных местах надписей. Она сделала запись и пыталась сопоставить его с известными мифами и легендами региона. В это время ее коллеги начали замечать, что их научная работа начинает принимать странный оборот. Каждый раз, когда они пытались расшифровать новые символы, происходили необъяснимые события. Оборудование выходило из строя, находились предметы, исчезавшие на глазах у исследователей. С каждым новым символом атмосфера вокруг раскопок становилась все более напряженной. Некоторые члены команды начали паниковать, высказывая предположение о том, что они могут вызывать что-то темное и опасное. Они начали задавать вопросы о том, стоит ли продолжать исследования и не стоит ли закончить проект для сохранения их безопасности. Но доктор Аль-Хашими, полон решимости закончить начатое, отверг эти опасения и призвал своих коллег продолжать работу. Вскоре Нурия сделала прорыв. Она смогла сопоставить один из символов с древним мифом о Боге, который, как считалось, обладал знаниями, способными управлять судьбами людей. Это открытие вызвало у нее холодок по спине, так как она вспомнила о предупреждениях о возможных ритуалах, связанных с саркофагом. Она поделилась своими находками с доктором Аль-Хашими, но тот, наоборот, был воодушевлен. Он увидел в этом знак того, что они касаются чего-то великого и важного. Однако напряжение в команде продолжало нарастать. Споры о том, следует ли продолжать исследование или остановиться, привели к расколу. Часть команды, испуганная новыми открытиями и таинственными событиями, решила покинуть раскопки. Они предостерегали других о потенциальной опасности, настаивая на том, что лучше оставить прошлое в покое. Оставшиеся члены группы, тем не менее, продолжали работать, уверенные, что разгадка древних тайн стоит любых рисков. В это время Нурия заметила, что один из символов на саркофаге начал светиться в темноте, когда она подошла ближе. Это явление не поддавалось объяснению. Она решила задокументировать это и быстро позвала остальных. Но когда они собрались, символ перестал светиться, и все пришли к выводу, что что-то действительно может быть связано с этим саркофагом. Обострился конфликт между желанием раскрыть тайны прошлого и страхом перед возможными последствиями их открытий. Каждый день казался решающим, и выбор между наукой и безопасностью становился все более острым. Раскопки вокруг саркофага продолжались, и вскоре команда наткнулась на еще более удивительные находки. Вскрывая верхний слой земли, археологи обнаружили ряд небольших гробниц, в каждой из которых находились предметы, явно используемые в ритуалах. Среди них были фигурки, сделанные из того же загадочного материала, который использовался для саркофага, а также сосуды с остатками неизвестных веществ. Доктор Аль-Хашими собрал коллег для обсуждения новых находок. Каждый предмет вызвал бурные дебаты по поводу его значения и назначения. Ученые разбились на группы и начали анализировать предметы. Нурия, продолжая расшифровывать символы, решила использовать найденные сосуды в своих исследованиях, надеясь, что они помогут пролить свет на тайны, скрытые в саркофаге. В это же время в команде нарастал внутренний конфликт. Часть археологов, напуганных предыдущими событиями и тем, что происходило вокруг саркофага, настаивала на прекращении раскопок. Они указывали на необъяснимые происшествия и странную атмосферу, которая окружала их. Другие, наоборот, были полны решимости продолжать исследования, желая понять, что скрыто в этих древних надписях и артефактах. Однажды, работая над изучением найденных предметов, Нурия заметила, что один из сосудов, который она тщательно изучала, начал выделять странное свечение.
Это явление привлекло внимание всей команды. Все собрали вокруг нее, и в этот момент сосуд треснул, выпуская яркий свет и облако непонятного газа. Ученые в панике отпрянули, а Нурия, охваченная любопытством, осталась на месте, пытаясь понять, что происходит. Свет быстро исчез, оставив после себя таинственный запах. Команда, напуганная, решила провести анализ газа, но результаты показали, что он содержит неизвестные компоненты. Это только усилило напряжение внутри группы, и некоторые археологи начали настаивать на немедленном прекращении раскопок. Они утверждали, что рисковать жизнью ради изучения древностей не стоит. Тем не менее, доктор Аль-Хашими продолжал настаивать на важности текущих исследований. Он считал, что они находятся на пороге великого открытия, и каждый новый предмет может стать ключом к пониманию древней культуры. Вскоре он предложил провести открытие, на которое пригласили бы ученых из других стран, чтобы продемонстрировать их находки и обсудить дальнейшие шаги. На фоне этих разногласий команда продолжала работать, исследуя предметы и анализируя надписи. Нурия, чувствующая себя все более изолированной, проводила долгие часы, сопоставляя символы и пытаясь найти связь между находками. Она начала замечать, что некоторые из символов в найденных сосудах совпадали с теми, что были на саркофаге, и это открытие обнажило новые возможности для расшифровки. Тем не менее, страхи членов команды продолжали расти, и даже те, кто был поначалу настроен на продолжение исследования, начали колебаться. Споры о том, стоит ли продолжать раскопки, становились все более вспыльчивыми. Обсуждения переходили в крики, и вскоре даже самые дружные члены группы начали сомневаться в своей безопасности. Находки, которые должны были принести известность и успех, превратились в источник страха и недоверия. Каждый день казался решающим, и с каждым новым открытием атмосфера вокруг раскопок становилась все более напряженной. Исследование содержимого саркофага стало решающим моментом для команды археологов. После долгих обсуждений и споров они, наконец, решили, что готовы открыть внутренний контейнер. Доктор Аль-Хашими назначил дату вскрытия, и это событие привлекло внимание не только научного сообщества, но и журналистов. Ожидание было нарастающим, и каждый понимал, что это может стать историческим моментом. На день вскрытия команда собралась в полном составе. В воздухе витало напряжение. Каждый член команды знал, что находка может поменять многое в их понимании древней истории. С помощью специального инструмента и под пристальным наблюдением коллег доктор Аль-Хашими осторожно открыл внутренний контейнер. Внутри лежал набор предметов, аккуратно завернутых в ткань, которая казалась необычно прочной. Первый предмет, извлеченный из контейнера, представлял собой загадочный амулет, украшенный теми же символами, что и на саркофаге. Нурия, изучая его, заметила, что амулет явно использовался в ритуалах. Другие члены команды начали фиксировать находку на фото, и вскоре амулет стал объектом обсуждения. В это время амулет начал слегка светиться, что вновь привлекло внимание всех присутствующих. Подобные явления только усилили страхи некоторых членов команды. Они начали вспоминать о странностях, происходивших вокруг раскопок, и начали высказывать опасения о том, что их работа привела к чему-то негативному. Доктор Аль-Хашими попытался успокоить группу, напомнив им о важности открытия и о том, что они должны оставаться сосредоточенными на научных изысканиях. По мере дальнейшей работы команда извлекала из контейнера все больше предметов: сосуды с остатками неизвестных веществ, резные фигурки, а также несколько свитков с надписями. Каждый новый предмет не только удивлял, но и добавлял вопросов. Нурия, изучая свитки, заметила, что некоторые из них содержат советы по проведению ритуалов и обращениям к неким божествам. Это открытие лишь усилило разногласия. Часть команды настаивала на том, чтобы прекратить исследование, а другая часть считала, что они стоят на пороге великого открытия. В этот момент в группе произошел раскол. Одни археологи, испугавшись возможных последствий, заявили о готовности покинуть раскопки, в то время как другие, включая доктора Аль-Хашими и Нурию, выступали за продолжение исследований, уверенные, что они могут раскрыть тайны, которые долго оставались в забвении. Обсуждения разгорелись до такой степени, что несколько членов команды начали открыто угрожать уходом, если работа не будет остановлена. Тем временем находки продолжали поступать, и каждый новый предмет добавлял не только научный интерес, но и личный риск. Нурия, всю ночь проработавшая над расшифровкой свитков, была уставшей, но полна решимости понять, что же они нашли. Она наткнулась на упоминание о некоем обряде, который, как утверждалось, был способен пробуждать силы, скрытые в саркофаге.
Это открытие произвело на нее сильное впечатление, и она поняла, что дальнейшие исследования могут иметь серьезные последствия. В это время различные группы внутри команды продолжали нарастать. Каждый вечер обсуждения становились все более эмоциональными, и вскоре одна из сторон угрожала обратиться к властям с просьбой о запрете раскопок. Это привело к тому, что доктор Аль-Хашими, чувствующий давление со всех сторон, начал считать, что вскрытие саркофага могло обернуться для него и для команды настоящей катастрофой. Напряжение в воздухе становилось все более ощутимым, и каждый новый день приближал их к критической точке, где выбор между научным любопытством и безопасностью становился все сложнее. Ситуация вокруг раскопок достигла критической точки. Разногласия между членами команды только нарастали. В конце концов, доктор Аль-Хашими собрал всех на экстренное собрание. Он понимал, что необходимо преодолеть недопонимание и объединить усилия, чтобы завершить начатое. Атмосфера в комнате была напряженной, каждый ждал, что скажет руководитель команды. Доктор Аль-Хашими заявил о необходимости завершить исследование свитков. Он озвучил свои сенсационные выводы, которые, по его мнению, могли изменить все представления о древних цивилизациях. Он объяснил, что свитки содержат указания на некий ритуал, который мог вызывать силы, способные влиять на судьбы людей. Это обострило конфронтацию между сторонниками изучения и теми, кто был готов покинуть раскопки. Нурия полной решимости встала и подтвердила слова доктора. Она рассказала о своих находках и о том, что ритуалы, описанные в свитках, имели отношение к божествам, которые, согласно древним верованиям, могли не только призывать силы, но и открывать доступ к знаниям, недоступным простым смертным. Это заявление вызвало недоумение и страх среди членов команды. Столкновение мнений достигло своего пика, когда один из археологов, испугавшись последствий, отозвал свои слова о закрытии раскопок и объявил, что они практически стали свидетелями открытия, которое могло полностью изменить их понимание истории. Он напомнил всем о странностях, происходивших во время раскопок, и о том, что каждый новый предмет, извлеченный из саркофага, как будто был связан с теми силами, о которых говорили свитки. Тем временем атмосфера накалялась. Команда разделилась на два лагеря. Одни настаивали на приостановке расследования, в то время как другие продолжали верить в необходимость завершения исследований. Нурия, чувствуя, что ситуация становится критической, предложила провести ритуал, описанный в свитках, чтобы увидеть, действительно ли он обладает силой, о которой шла речь. Это предложение повергло в шок всех присутствующих. Собрание перешло в хаос, когда один из археологов в полном разгаре спора заявил, что этот ритуал может привести к непредсказуемым последствиям. В этот момент Нурия заметила, что амулет, который они нашли в саркофаге, начал светиться ярче. Этот факт подействовал на всех, как электрический разряд. Каждое движение стало замедленным, а дыхание — прерывистым. Доктор Аль-Хашими, осознав, что это может быть их единственным шансом получить ответы, согласился на предложение Нурии. Он призвал к осторожности, понимая, что это может стать не только их триумфом, но и катастрофой. Интенсивность событий возросла, и вскоре команда начала подготовку к ритуалу, несмотря на страх и сомнения. Вокруг саркофага собрались все члены команды, и каждый из них ощущал нарастающее напряжение. Нурия, следуя инструкциям из свитков, начала произносить заклинания. С каждым произнесенным словом амулет светился все ярче, и вскоре в воздухе повисло ощущение нежданной силы. Внезапно, как будто сама земля ответила на призыв, послышался гул, и все вокруг затряслось. Наступила тишина, и каждый член команды был охвачен ужасом и трепетом. Что-то незримое встало перед ними, открывая врата в историю, которую они стремились понять. В этот момент все осознали, что они стали свидетелями не просто археологического открытия, а момента, который может изменить их жизни навсегда. Свет, исходящий от амулета, постепенно угас, оставив глубокий след на всех присутствующих. Члены команды археологов осознали, что стали свидетелями важного исторического момента. После завершения ритуала экстренно была организована пресс-конференция. Доктор Аль-Хашими и Нурия вышли перед журналистами, чтобы поделиться последними открытиями. На пресс-конференции Нурия подробно рассказала о свитках и ритуале, который они попытались провести. Доктор Аль-Хашими уточнил, что они не могут с уверенностью утверждать о безопасности ритуала, но каждый найденный в саркофаге предмет указывает на то, что древние цивилизации обладали знаниями, которые до сих пор остаются загадкой. Стенограммы ритуала описывали связи с божествами, что вызвало бурную реакцию среди журналистов.
Некоторые из них начали задавать вопросы о возможности того, что открытие связано с реальными силами, способными повлиять на судьбы людей. Эти обсуждения быстро распространились в социальных сетях, где начали появляться заголовки о том, что обнаруженные ритуалы могут вернуть в мир древние божества. Пользователи начали обращаться к религиозным общинам с просьбой о разъяснении возможных последствий. Научное сообщество также разделилось на две части. Одни ученые, вдохновленные находками, призвали к дальнейшим исследованиям. Другие выразили беспокойство о возможных опасных последствиях от экспериментов, связанных с ритуалами. Дискуссии на научных форумах достигли высокой напряженности, и вскоре начались призывы к запрету дальнейших раскопок. Параллельно с этим на место раскопок прибыли представители местных властей. Они потребовали прекратить исследования до создания комиссии для анализа ситуации. Это требование вызвало гнев среди исследователей, которые считали, что их работа имеет важнейшее значение для понимания истории. В эти напряженные дни, когда команда археологов находилась в центре общественного внимания, каждый из них начал осознавать, что их жизнь может кардинально измениться. Нурия, испытывая волнение, понимала, что они стоят на грани открытия, способного изменить их понимание прошлого. Но в то же время она осознавала, что открытие может привести к последствиям, которые они не в силах предугадать. Каждый день становился все более напряженным, и вскоре они должны были сделать выбор: продолжить исследование, рискуя всем, или согласиться с требованиями властей, оставляя тайны прошлого неразгаданными. Команда археологов собралась в последний раз, чтобы обсудить последствия недавних событий. Атмосфера, обремененная напряжением и неуверенностью, отражала внутренние конфликты и страхи каждого члена группы. Доктор Аль-Хашими, понимая критичность ситуации, предложил провести открытое голосование о том, продолжать ли исследования или прекратить их под давлением властей и общественности. Каждый знал, что это решение может изменить их судьбы, и выбор был непростым. Нурия, все еще полная решимости, выступила с речью. Она напомнила коллегам о том, с чего все начиналось, с увлечения историей и желанием раскрыть тайны прошлого. Она подчеркнула, что знания, которые они могут получить, важны не только для науки, но и для понимания культуры и цивилизаций, сыгравших значимую роль в развитии человечества. Ее слова вызвали одобрение среди тех, кто верил в необходимость продолжения исследований. Однако среди участников собрания нашлись и противники. Один из археологов, испуганный возможными последствиями, напомнил о растущем давлении со стороны властей и общественности. Он считал, что лучше оставить прошлое в покое, чем рисковать не только своими жизнями, но и репутацией науки. Споры накалились до предела, и вскоре мнения разделились четко на два лагеря. В конечном итоге, после долгих дебатов, большинство проголосовало за продолжение исследований, но с условием, что они будут работать в рамках установленного контроля со стороны властей. Доктор Аль-Хашими связался с представителями правительства, предложив создать совместную комиссию, которая бы контролировала раскопки и исследования. Это решение успокоило многих, предоставив им возможность продолжать работу, не опасаясь репрессий. С новым энтузиазмом команда возобновила раскопки, но с повышенной осторожностью. Каждая новая находка теперь подвергалась тщательному анализу, и результаты исследований публиковались с согласия властей. Нурия и ее коллеги вновь стали сосредоточенными на изучении свитков и предметов, извлеченных из саркофага. Их цель заключалась не только в раскрытии тайн, но и в том, чтобы донести до общества важность их работы. Дни превращались в недели, и команда постепенно добивалась успехов в расшифровке древних текстов. Однажды Нурия обнаружила в свитках упоминание о неком ритуале, который, как утверждалось, мог служить для установления связи с предками. Если вам понравились наши археологические приключения, не забудьте подписаться на канал, ведь кто, если не мы, расскажет о секретах древних цивилизаций. А если хотите поддержать наш проект и помочь раскопкам, ссылка на донат ждет вас в описании, или просто наведите камеру на QR-код на экране. Поддержите нас, и, возможно, мы раскроем еще больше тайн, чем успели за это видео. Это открытие обрадовало всю команду, и они стали готовить презентацию для научного сообщества. Несмотря на все сложности, археологи продолжали свою работу, осознавая, что каждое их открытие способно изменить представление о прошлом. Вскоре их исследования привлекли внимание международных ученых, и команда получила гранты на дальнейшие раскопки.
История о саркофаге, найденном в Ираке, обросла мифами и слухами, но для команды археологов это была реальность, полная открытий и знаний. Они поняли, что их работа не просто исследование древностей, но и путешествие в саму суть человеческой истории. Каждый из них чувствовал, что они не только открывают тайны прошлого, но и создают мост между культурами и поколениями. Открытие стало не только научным, но и социальным событием, изменившим представление о древних цивилизациях и их влиянии на современное общество.